everything else, you're trying to find a posture that's very stable on those 3 points with a straight spine, but make sure all the rest of your body, the shoulders, everything can really relax, especially the upper body. После того, как вы нашли вот эту стабильную позицию по определенным точкам, вытянулись, после этого вы обязательно, тем не менее, что ваши плечи и вся верхняя часть вашего тела, она не напряжена, она действительно расслаблена. So try also to find a stable place for your hands, so you don't end up tightening up your shoulders. Старайтесь найти хорошее, устойчивое место для ваших рук, чтобы ваши плечи не поднимались к ушам. Like for example, if you sit in sesa, it may be your hand may be slipping down all the time, so you can make yourself put a blanket or some kind of support there, so you can rest your hands and then also keep the shoulders relaxed. Таким образом, например, если вы сидите в сейдзе, ваши руки могут постоянно падать вниз, и это будет неудобно. Таким образом, то есть вы можете помочь себе положить либо одеяло, либо какую-то подушку, ну что-то, на что вы положите руки, и вашим плечам будет удобно и будет расслабленно. And officially you put the right palm down, the left inside, and the thumbs together. Ну, обычно мы кладем правую руку на нее, левую руку, и 2 больших пальца соединяются. Or you can do like this. Или вы можете сделать вот таким вот образом. Exactly. Тоже, да, правую руку влево. But I tell people usually not to get too obsessed with the right posture of the hands, because it's very important that the shoulders are relaxed. That's more important. Обычно сам говорит людям, не надо придавать слишком большого внимания правильной позиции рук, ну, кистей рук, что наиболее важно в этой ситуации это то, как чувствуют себя ваши плечи, чтобы им было комфортно. Yet, if you're sitting for a long time and you feel like you are losing energy in the bottom, если вы сидите долгое время и чувствуете, что ваша энергия уходит вниз, besides working with your breathing in the way that I will explain, you may also want to check your hands. If the hands are like this, it's very easy for the energy to go out. Помимо того, чтобы проверить, как вы работаете с дыханием, о чем будет сказано чуть позже, вы также проверьте свои руки. Вполне вероятно, может быть, что ваши руки как-то распались, ушли вниз, и тогда ваша энергия тоже... So then it may help to do that. То есть, может быть, вам поможет, ну, как-то helps to bring the energy back up also, not just энергии down. пойти обратно, а не выходить из места. And we keep the eyes open usually during practice, at least half open. Обычно мы оставляем глаза открытыми во время практики, как минимум наполовину открытыми. And you rest them on a point, like usually it's at between 1.5 meters in front of you. You just rest them, you don't stare there, otherwise the floor starts to move. Вы просто находите вот какую-то точку, ну, обычно это метра до 1,5 метра, и не надо, ну, тут в этом образом смотреть. And there are several reasons to keep the eyes open. One is that if we close the eyes, we may imagine that we are practicing, but in fact we are just thinking about practicing. Еще один важный момент, почему мы не закрываем наши глаза, потому что, закрыв глаза и делая практику, мы начинаем представлять, что мы делаем практику, а на самом деле это не практика, а мышление. It's very easy to get into the story, into the content of your inner dialogue and get carried away that way. И очень легко с закрытыми глазами войти в диалог с самим собой, начать разворачиваться историю. Or follow around sounds Или следовать за звуками, что нас окружает. Imagination, so it's helpful to have the eyes open. Или любыми нашими какими-то представлениями, поэтому это очень полезно иметь глаза открытыми. And this also connects to a very important part of our practice. We are not practicing trying to separate from the world. И что еще очень важно для нашей практики, когда мы практикуем, мы не пытаемся в нашей практике отделиться от мира. Practice may help us with our lives, but we are not practicing to escape from something. Практика может помочь нам в чем-то, но мы практикуем не для того, чтобы освободиться от чего-то. So we want to be connected with the outside, not going there,
but not closing down, neither your senses or anything else. Мы остаемся связанными с внешним, не идя за этим, но и не скрываясь. Down. Да, не закрываясь, но не скрываясь. So what is very, very helpful with this practice, the focus on the breathing. Что очень полезно в этой практике, это концентрироваться на своем дыхании. We teach in our lineage at the beginning of the practice especially to consciously exhale to the very end a few times. В нашей линии, в практике мы, особенно в самом начале, мы учимся осознанному дыханию до самого-самого конца выдоха. There are many traditions that teach just to watch the breathing. Существует много традиций, которые учат лишь следить за дыханием. That's also correct. Это тоже правильно. But it's very helpful to also know how your mind state connects with this very, very deep breathing, and it helps to settle the mind. Но также очень полезно в нашей ситуации следить за тем, каким образом наш ум связан с дыханием и как он идет, как он успокаивается. But again, this is not something absolute. Это не что-то абсолютное. So if you try to push your breathing the whole time, eventually your energy will get confused. So there will be a transition from doing it more consciously to more going into observing how the breathing happens naturally. And then at some point you will become one with the breathing completely. Надо быть очень осторожным, если вы начнете слишком применять слишком сильные усилия, могут произойти какие-то проблемы с энергией. Надо просто очень внимательно и осознанно следить за своим дыханием, за каждым дыханием, и постепенно вы станете одним со своим дыханием. So at the beginning it can be very helpful to take at least 10 really deep exhalations to remind your body how to do it, because maybe we have lost it during our very complicated, very intellectual, very confusing lives. So we remind the body how to breathe down in the belly like a baby breathes naturally. В самом начале очень полезно сделать как минимум 10 очень глубоких дыханий, выдохов, тем самым напоминая дать своему телу вспомнить, каким образом это делается, потому что вполне вероятно, что в нашей сложной загруженной жизни, особенно где мы так много используем свой ум, мы забываем, наше тело забывает, каким образом дышать, и тем самым 10 дыханий нам помогают вспомнить. So at the beginning you focus on the exhalation, and if your mind tends to wander very much, it's very good to count the exhalations. Вначале мы следим за нашим выдохом, и также может помочь, если ум отвлекается, может помочь счет дыхания. So there's two ways of doing this. Either you count the first exhalation 1, and then you inhale naturally. Second exhalation 2, you inhale naturally, and then 3 until 10, and after 10 you start from 1. Or you just count each breath 1, 1. Either way is fine. Есть, например, два способа, как это можно делать, считать дыхание. Вы можете считать первый выдох 1, потом просто естественным образом вдыхаете, следующий выдох 2, вдох опять естественный, следующий выдох 3 и так далее до 10. Потом вы начинаете опять с одного. Либо вы просто можете считать каждый свой выдох как 1. 1, вдох, 1, вдох. So if you count from 1 till 10 in a way that's a little bit more materialistic, like it sounds like you're going somewhere until 10, but it can help you if you are bored, or if it's very difficult, if you need some inspiration, if your practice feels a little stagnant, to give you a little impulse. So then to count to 10, and each